Привет, друзья! Это Ната, и на своем блоге я веду дневник с наблюдениями за растениями. Пытаюсь вырастить большие цветы у себя дома. Через пару дней смотрю на листья снова, утро, кофе в руках, пар от кружки. Желтеет лист маленький, второй. Тот, с которым она приехала ко мне из питомника. Скромный, с легким изгибом, как воспоминание о рождении. И третий, который был завернут в трубочку и раскрылся позже, медленный, застенчивый, с градиентом от салатового к плотному зеленому, тоже начинает желтеть. У него кончик желтеет, как от ожога, где край морщится, теряет цвет, словно солнце слишком жгучее, хотя лампа мягкая, рассеянная. Почему они желтеют? Обращаю внимание на прозрачный стаканчик, в котором живет монстера. Я ее пересадила в него пару месяцев назад, чтобы видеть корни, как в аквариуме для растений, где пластик пропускает свет, раскрывая тайны под землей. Хорошо, что он прозрачный, и видно все. Белые камушки перлита, что я насыпала для дренажа, стали зелеными, странный зеленоватый цвет, налет, что покрыл их, как мох в заброшенном саду или плесень. Что это, возможно, грибок, что плодится во влаге, питаясь остатками корней, и отравляет сок? Или просто водоросли от света, что проникает сквозь стенки, разжигая жизнь в неподходящем месте? Решаю в срочном порядке пересадить крошку монстеру в новую землю. Грунт свежий, стерильный, без теней прошлого. Достаю цветок, аккуратно мну перед этим стаканчик-горшок, пальцами по стенкам. И достаю цветок целиком, стебель с 3 листьями, корни в комке земли, что осыпаются, обнажая белизну. Опускаю корнями вниз в теплую воду из чайника, где она постоит мягкая, без хлора, и промываю. Корень светлый, беловатый, тонкий, с зачатками, что тянутся, и гнили не видно. Ни черных пятен, ни мягкости, что выдает разложение, только здоровая упругость, что возвращает надежду. Ставлю минут на 10 в разведенную воду фуроцеилином, желтый раствор, чтобы дезинфицировать, как щит от инфекций, поскольку марганцовки в запасе нет. Пока жду, на всякий случай помою стакан с мылом, хозяйственным оставляя пластик чистым, блестящим, готовым к новому циклу. Кладу на дно дренаж, керамзитовые шарики, круглые, пористые, что впитают лишнюю влагу, потом уголь. Грунт сверху, универсальный. Делаю посередине ямку в земле, углубляя как гнездышко, ставлю растение в нее аккуратно, чтобы корни расправились, не сгибаясь, как в объятиях, и присыпаю землей со всех сторон, слоями приминая легонько, чтобы не было пустот, где воздух застрянет, а влага не пройдет. Отправляю ее под лампу новую, ту с прищепкой, что ждет на краю подоконника, к остальным растениям. А лаказии с ее бархатными блинами, пальме, что распушилась веером. Монстера теперь в центре этого хоровода, с 3 листьями, что ловит лучи, и тем крошечным воздушным корнем у основания, что тянется, обещая. Я вырасту, я укрою все, как лиана в джунглях.